Как выбрать бронированные двери? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. В настоящее время почти в каждом доме есть бронированная дверь. Чтобы выбрать качественное изделие, важно уделить внимание нескольким моментам. Большую роль играет прочность и толщина материала, вес модели, крепежи и замки. В нашем видео мы рассмотрим каждый пункт подробнее. Что такое бронированные двери? Прежде чем покупать бронированную дверь, необходимо знать, чем она отличается от обычных устройств подобного типа. Изделия представляют собой металлическую конструкцию, обшитую с двух сторон стальными листами, внутри которых устанавливают арматуру, а зазор заполняют утеплителем. Такие двери лучше защищают от взлома и других воздействий. Как и любое другое изделие, они имеют положительные и отрицательные качества. Преимущества бронированных дверей. К достоинствам относятся следующие характеристики. Обеспечивают лучшую защиту от огня, чем традиционные деревянные двери. Внешний вид действует на воров пугающе. Со временем не деформируются. Человек за такой дверью чувствует себя в безопасности. Недостатки бронированных дверей в качестве минусов отмечают: даже самая лучшая дверь может быть открыта злоумышленниками, если установлены простые и недорогие замки. Во время аварии спасатели могут попасть в западню. Как выбрать бронированные двери? Чтобы купить качественную дверь, обратите внимание на следующие ее параметры. Качество листовой стали. Выбирая бронированные двери, нужно оценить толщину листа. Оптимальный вариант – это лист 1,5–2 мм. Большая толщина сильно утяжеляет изделие. Кроме того, модель будет безопаснее, если листы, которыми покрывается дверная конструкция, будут сплошными. Слой теплоизоляции и звукоизоляции. Защита от постороннего шума и звуков обеспечивается благодаря утеплению различными материалами. Самый популярный – минеральная вата. Она экологичная, не горит, не отводит тепло из квартиры и не пропускает холод с улицы. Также часто используется пенопласт. Он не боится влагу, хорошо защищает от посторонних звуков, но пенопласт не является достаточно огнестойким материалом. Ребра жесткости и другие дополнительные защиты. Ребра жесткости увеличивают защитные свойства. Они повышают ее устойчивость к взлому и предотвращают деформацию двери от внешних нагрузок. Дополнительная защита бронированных дверей состоит из петель и накладок. Лучше всего, когда петли находятся внутри дверной коробки. В этом случае их нельзя сбивать или разрезать. Но если они находятся снаружи, то для дополнительной защиты используются противосъемные штифты. Замки. Различают следующие виды замков. Рычажные замки. Классический запорный механизм. Особенность этого замка – специальные накладки. Самым популярным типом являются цилиндровые устройства. Внутри запорного механизма находится несколько небольших цилиндров. Замок неразъемной конструкции совмещает в своей работе механизмы рычага и цилиндра. Принцип действия – закрытие цилиндрового замка вместе с подъемом затвора в рычажном механизме. Электромеханические замки не пользуются большим спросом из-за довольно высокой цены, но некоторые специалисты считают их более практичными и надежными. Кодовые замки. Для открытия двери с таким устройством ключи не требуется, требуется только комбинация цифр. Но это тоже их большой недостаток. Фасад. Для отделки фасадов бронированных дверей используются панели МДФ, устойчивы к влаге и к экстремальным температурам, имеют хороший эстетический вид, высокий уровень звука и теплоизоляции. Кож-винил удобен в использовании, доступный. Краску. Отделка придает дверям устойчивость к влажности, УФ-лучам и придает дверям антикоррозийные свойства. Ссылка на статью в описании. Автор статьи – Коровин Сергей Дмитриевич. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.